Слушайте передачи «Радиоточки» со своих мобильных телефонов. Доступно в подкастах iTunes и на платформе Android. Глазами иностранца. Я приветствую всех, кто сейчас слушает радиостанцию «Радиоточка». Это программа о жизни в Казахстане глазами иностранца. Меня зовут Ботагоси Дахметова. И у меня сегодня в гостях две молодые женщины, американки, Джессика Льюис и Лора Пачини. Добрый день, Джессика. Добрый день, Лора. Здравствуйте. Джессика и Лора занимаются режиссированием, они театральные режиссеры и работают сейчас здесь, в Казахстане, в театре, который называется Казахстан English Language Theatre, то есть Кельт. В дальнейшем будем называть его Кельт. Немножко расскажу о девушках вам. Джессика родилась в городе Страутбург в Пенсильвании, имеет диплом бакалавра в области театра и степень магистра в области актерского мастерства. Первый раз приехала в Казахстан летом 2006 года для участия в летнем театральном туре с казахстанским театром, вот как раз с этим театром Кельт. Джессика вернулась в Казахстан на следующий год для того, чтобы заменить на время первого режиссера театра Натана Флеминга, который в течение нескольких месяцев был в отпуске на родине в США. А в 2007 году она поставила свой первый спектакль в этом театре. Когда Натан вернулся в Казахстан, он предложил Джессике продолжать работу в театре, потому что он с семьей переезжал в Астану. Джессика с радостью согласилась. И с тех пор она живет в Казахстане, а недавно даже получила вид на постоянное жительство в стране. Поздравляю. Спасибо. Лора родилась в Денвере, штат Колорадо, окончила университет Северного Колорадо, театральный факультет. До приезда в Казахстан в течение 12 лет работала в телевизионной компании. В Казахстан Лора приехала в 2011 году, прожила уже 2,5 года. И на год вернулась в США, вновь вернулась в Казахстан 5 месяцев назад для того, чтобы работать в театре вместе с Джессикой. Еще раз здравствуйте, девушки. Рада вас видеть здесь в студии. И мой первый вопрос Джессике. Я хочу узнать о том, что была за первая постановка в театре Кельт. И вы тогда приехали первый раз. С какими мыслями вы сюда приехали? Какое у вас было представление о Казахстане до вашего приезда? До приезда я не знала ничего о Казахстане. Ничего, к сожалению. Поэтому, когда я приехала, я не знаю, что ожидать. Мой русский не прекрасный русский. Да, я не знала, что ожидать здесь. Да, первый раз вне Америки, когда я приехала сюда. Но вас немножко пугало слово «стан». Да. Вы думали, что едете в такую страну, где в хиджабах ходят, да? Не из-за того, что стан называется, только я не знала, да, ничего. И, конечно, я искала по интернету, но, да, я испугалась. Но тогда я, как сказать, arrived, прибыли сюда. Сюда впечатление было очень яркое, я думаю. Сразу понравились люди здесь, понравились горы. Да, особенно, что я сделала в театре здесь с людьми, с студентами здесь. Да, я была рада здесь. Какой был первый спектакль тогда? Мы сделали, как сказать, мы сотворили, да, все правильно. Мы сотворили наш спектакль, нашу постановку из ничего. Мы начинали с рассказа «Синдерелла». Как, what's her name? Как на русском? Блин. Вы уже хорошо говорите, блин. Это девушки, которые... играет на... цыганка? Или что? Блин, I forget it. Cinderella.
Синдерелла Она это... очень бедная, тогда она... Крестьянка, что... Да, и у нее есть две сестры, злые они. Ага, а она добрая. Золушка тогда получается. Золушка, да, Точно. мы сделали. И, Это сказка получается. Да, сказка. И мы сделали, называется, комедия дель арте, стиль. Это итальянский стиль. У нас были маски, мы носили маски, и это было очень веселое, смешно. Мы сделали свои маски, и тогда мы путешествовали о Казахстане. Да? Да, и Атырау, Актау, Астана и тоже Азербайджан. Ух ты. Мы путешествовали. Так это же интересно было тогда первый приезд, получается, да? Очень. Да? Это только была я и другая американка из Калифорнии, и Нейтан, он основал Кельт, и еще, я думаю, 5-6 студенты из Кимепа. Все лето, да, мы сотворили, мы репетировали, и тогда мы путешествовали вокруг Казахстана. Ну, вам понравилось путешествие по Казахстану? Очень, очень. Да, наверное, это лето мое самое любимое лето в жизни. Да? Да, серьезно. Потому что что-то здесь вот сломалось. Ну, вы же тогда совсем молодая были, это 2000 какой год, 6-й, да? Да. И только я закончила магистратуру, и в это время я не знала, что делать в моей жизни. Конечно, я хотела быть актрисой, и да, тогда я приехала сюда, и я думаю, это поездка, или как сказать? Да, поездка. Изменяла мою жизнь. Да, она перевернула все ваше сознание, да, получается? Да, и когда я уехала сюда, я не думала, что мы вернулись, но я не могла забыть о Казахстане. И почти каждый день я бы смотрела фотки, и я бы плакала. Да, так приятно. И я написала друзьями здесь. Да, и тогда вы начали учить русский язык? Вы же тогда еще не знали русского, да? Нет. Это было, может быть, 3 года. Позже, да? Да. Немножко. Да. Что еще? Да, это лето было очень весело, очень... До этого, да, я думала... Но вы действительно творчеством занимались, именно как режиссер, получается. Вот Нет, вы взяли такой продукт, который еще ничего из себя не представлял, и сделали из него, да, вот создали театр настоящий. Да. И в колледже, в университете я изучала актерство, да не режиссером, только актерство. И, да, когда я закончила магистратуру, не знала, что делать после этого. Я узнала, что я не хотела работать в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, но я не знала, где... Применить себя, да, свои силы. Да. И после того, что я приехала в Казахстане, я переехала в Техасе, и я работала в театре. Там маленький театр. И that, I think, small theater fit me better, was better for me. Это было хорошо для меня, да, это было даже лучше для меня, да? Да, и it was better for me than a big city like New York or Los Angeles. То есть Техас, маленький город, и маленький театр было лучше, чем в Лос-Анджелесе большой театр. Да, and, but yeah, when I was in Texas, I couldn't stop thinking about Kazakhstan and my summer in Kazakhstan. Да, и даже в Техасе я вспоминала о своем лете в Казахстане.
Да. Давайте я вам задам вопрос по поводу все-таки действительно, почему вы не хотели в Большом театре работать, потому что мне такое ощущение, вот вы обе закончили театральные вузы, и должны быть амбиции, может быть, там в Голливуд попасть, работать режиссером в Голливуде или играть в театре Бродвея. Почему у вас были такие амбиции, может быть, у ваших? Конечно. Лора, подключайте. Did you have special ambition to work maybe for Broadway or Hollywood? I think when I was younger, I wanted to, and I did have that desire to, especially to do film later in LA. But then I had some friends who went into Hollywood and into Broadway, and just to hear their life and how their life changed, and we call it the rat race, and how you really have to, I think it changes you. When you try to enter into something like that, and not necessarily for the better sometimes. 95% of all actors anywhere have to have other jobs. So only 5% of actors in Hollywood, Broadway, all over can actually support themselves just through acting. Just a minute. Лора говорит, что только 5% тех, кто заканчивает театральные вузы, имеют возможность все-таки работать по специальности, а 95% очень часто имеют другую, вторую специальность. И на самом деле, конечно же, и Голливуд, и Бродвей привлекают, да? Но ты понимаешь, что в этой жизни, что жизнь меняется, и в жизни надо что-то вот что-то другое иметь, да, что как-то видеть другие вещи, кроме Голливуда и Бродвея. Usually, yeah, a lot of actors get jobs doing waitressing. Ну, да, Restaurants. Restaurants? Очень обычно театры, актеры, которые, может быть, даже и в Голливуде, да, работают, они начинают с работы в ресторанах в качестве официантов. Ну да, это история многих известных голливудских даже актеров, да, и западных, европейских. Я знаю, что даже, по-моему, знаменитый французский актер Ален Делон, он начинал работать, на самом деле, официантом. Так что, да, это действительно так. Чем вас привлекла работа здесь со студентами в студенческом театре? Потому что это все-таки не профессиональные актеры. И как вы считаете, вот английский язык, который для них не родной, как они играют на этом языке? What do you think about your students? Because English is not native language for them. What do you think about students? Но у меня есть много уважения для них. Yeah, because I can't imagine acting in a whole play in Russian, and so the fact that they can act for 2 hours, 2.5 hours in English is simply amazing. Да, я не могу представить, как можно вот со знанием русского языка 2 часа говорить на английском языке, на чужом тебе языке. Can I answer? Yeah, Okay. of course. Join us. Yeah, I think I agree too with what Jessica says, that it is amazing to see, especially I think the improvement from day one till when they perform on stage. Really? That, you know, in America, we don't really give pronunciation notes, enunciation notes, anything like that. But here, I find that well over half of my notes that I give to actors deal with how to pronounce English words. So just to see... So just to see from day one till now, to see how much they've progressed is actually amazing. It's incredible. Это очень удивительно. На самом деле у ребят, для которых английский все-таки не родной язык, если сравнивать с первым днем работы с ними и вот с последними, то язык становится все лучше и лучше, прогрессирует, и произношение лучше, и практически pronunciation as American pronunciation or maybe Britain, how do you say? Yeah, it's American, because we're teaching them. Да. Произношение, конечно, больше американское, потому что мы учителя американцы. Yeah, and I think, you know, language is, you know, this thing that you feel. And so, ну да, язык — это часть чувств, да, твоих. And so just the fact that they can connect and feel the language and make it believable on the stage is really just a huge accomplishment. Да, если ты говоришь на этом языке, ты должен все-таки чувствовать этот язык, потому что ты на сцене находишься, и ты должен
как бы верить в то, что ты делаешь, то, что ты говоришь. Yes. Это действительно интересно. Но я ходила на ваш спектакль недавно, и мои поздравления, потому что спектакль был восхитительный. Я 3 часа сидела на спектакле просто в восторге, потому что сама постановка была шикарная. И я знаю, что вы поставили очень сложный спектакль. Это спектакль Эрдмана «Самоубийца». Он написан был в 28 году. Я сейчас немножко хочу слушателям рассказать, что этот спектакль в свое время в Советском Союзе запрещали. Не позволяли его ставить даже в советское время. Там, в 1982 году пытался ставить этот спектакль, и уже современные режиссеры даже тогда запрещали. Это спектакль о человеке, который разочаровался в жизни и пытается покончить с собой. И разные представители общества тогда советского, там, и интеллигенция там выступает, да, и представители православной церкви, и каждый из них, там, и проститутка там даже, я помню, была, каждый пытается использовать эту смерть для себя, как бы. И в конце этот человек понимает, что на самом деле он очень хочет жить, потому что жизнь прекрасна, because life is beautiful. Я хочу спросить, как вам работалось, как пришла идея все-таки поставить этот очень сложный спектакль, потому что он очень длинный, во-первых, там много слов сложных. И как вообще работалось над этим? Что дало для вас лично работа вот над этим спектаклем? Maybe a little bit story about your work on this show. Laura, I know, because you're... We had searched for quite a while to try to find a show to do here for Celt. It's challenging because... Да, это вызов для нашего театра. It's challenging because you have plays from a variety of different countries. And Jessica had mentioned that she wanted to, at some point, do a Russian comedy. Да, это было очень сложно работать, потому что мы как бы играли историю той и другой страны, и Джессика напомнила о том, что это вообще-то комедия, мы должны делать комедию. And we had looked at Molière, and I don't know, what are other ones? We've looked at a bunch of different playwrights. Да, мы смотрели и изучали разные... Да, как вы в Google, как во время... Забыла, как называется на русском. Что? It's the most famous Gogol. Очень известный театр вы имеете в виду? Gogol написано. Пьеса Гоголя вы имеете в виду? We read that, мы читали. «Мертвые души», да? No. «Ревизор», может быть? Может быть. «Ревизор» — это комедия, да. «Ревизор» есть очень... Это сатирическая, satirical... Yeah, we read that play as well. And Jessica happened to have a play called The Suicide sitting on her shelf at home. Which I bought in New York. Да. Джессика сказала, что вот у нее там на полке в Нью-Йорке есть книга, которая называется «Самоубийца», и предложила, да? Yeah, there's a very big, wonderful theater store in New York that has scripts from all over the world and tons of scripts. Потому что для Нью-Йорка это есть как бы спектакль, который достаточно популярен, имеет большую историю, потому что действительно «Самоубийцу» ставили не в Советском Союзе, а на Западе, потому что переводили «Самоубийцу» на английский и другие языки, и я знаю, что любили театры и США, и европейских государств, да? And we saw that on her shelf in Kazakhstan, and I had to do a visa run to Bishkek. And so the two of us sat in a marshutka together, reading the script out loud. И мы ехали тогда, мы взяли эту книгу с собой, вот эту нью-йоркскую, с этой пьесы «Самоубийцы», ехали в Бишкек на маршрутке, и 2 часа мы прям вслух обе читали эту книгу, да? And we reread it, we discussed it, we asked. Мы читали, мы спорили, мы друг другу задавали вопросы. We asked even other people from this culture and the outside culture from our theater group to have a read-through together, so we all read it together to see what
locals would think. Мы даже спрашивали у людей, которые были вокруг нас, вообще, и местных людей, да, о том, что обсуждали вообще эту пьесу. We asked foreigners as well, other Americans, people like that, and we tried to get a range of, older people to younger people to see what their perspectives were. Мы задавали вопросы также иностранцам, задавали вопросы и американцам, и говорили об этом и с пожилыми людьми, и с молодыми людьми. And then we decided that, yes, we would do it. И мы решили, да, мы должны это сделать. One thing that we did do that Jessica had a huge hand in was we found one copy of The Suicide in Russian. Джессика нашла только одну копию пьесы «Самоубийцы». And Jessica sat with someone from Kazakhstan, and we looked at the English version and the Russian, the original Russian version. Да, и у одного из тут в Казахстане Джессика спросила, как можно вот сравнить, да, два варианта на английском языке и на русском языке этой пьесы. And they tried to take some of the original Russian context and feeling and put it back into the English. Да, и мы попытались взять содержание, которое было на русском языке, и вставить его в английскую версию. Это интересно. And so it was just a very cool process because in the States we wouldn't ever be able to do that. And so to work with people who are fluent in Russian, who it's their native language, and who are fluent in English, and so to really work with them of how to get our English version as close to the Russian as possible. Да, и мы же работали с людьми, для которых русский язык — это родной язык, они свободно говорят на английском и на русском языке, и действительно было интересно узнать, насколько близки содержание или концепции двух языков. We found there was a lot of stuff that was actually missed in the English translation, that because we had people who knew Russian and knew the Russian history, we could put that back in. So that was fun. Да, это было очень интересно, потому что русский язык изменился, и появились новые слова в русском языке, и было интересно узнать, как можно вот использовать вот этот вот новый русский, новую историю, и вставить его, вернуть его в ту пьесу, которая на английском языке. Окей, мы продолжим это после небольшой рекламы. Глазами иностранца. Адрес медиапортала «Радиоточка» в сети интернет. www.radiotochka.kz. Радиоточка. Держи формат шире. Глазами иностранца. Напомню, что в студии «Радиоточки» у меня в гостях находятся Джессика Льюис и Лора Пачини. Они режиссеры театра на английском языке, «Келт» называется. Мы сейчас говорили о пьесе «Самоубийцы». Хочу продолжить все-таки этот разговор и немножко рассказать слушателям, что вот у меня сейчас на столе лежит программка, она очень оригинальная, в виде такой газеты с советским гербом, и тут все на английском языке, и в то же время очень много вот русских выражений, русских слов, там «Кельтские вести» называется, потому что театр называется «Кельт». И как раз хочу вот у Джессики узнать, как пришла идея. Вот то, что мне очень-очень понравилось, потому что я была на спектакле, и до спектакля читала, и прям восхищалась, потому что, например, здесь есть слова и некоторые выражения, которые, может быть, зрителям могут быть непонятны. И тут вот написано латинскими буквами слово «гражданин», «citizen» переводится, да, «товарищ». И в самом театре во время спектакля использовали эти слова, было очень много таких вот чисто русских выражений, которые действительно нельзя перевести на английский язык. Ну, к примеру, теща главного героя, она все время говорит: «Боже мой, голубушка», там типа «царь», там, или «Кремль», что-то еще, какие-то слова. Или есть там один из героев, интеллигент, который все говорит: «Russian интеллигенция», we are Russian интеллигенция. То есть это слово используется на русском языке. Очень много слова говорится «товарищ», «товарищи», «слушайте». И это действительно такой, как бы получается, дух того времени, 20-х годов. Мне это очень понравилось. Так что мне интересно, как пришла вот такая идея. Это ваша идея, Джессика? No, it was not my idea. To do the newspaper. I don't remember whose idea that was. Это не моя идея, говорит Джессика. Извините. Okay.
I think it came out in a rehearsal when we were just talking and somebody said, we should do a gazeta. And Мы, когда все это обсуждали, кто-то сказал, давайте мы должны сделать газету. Not sure, yeah. Yeah, so it came from the cast, which is really cool to have just opinions of the cast. And so it's always, when we do theater, it's a collaborative thing where, everyone's, giving ideas and invested in it. And Ну, то есть, на самом деле, эта идея такая коллективная, потому что каждый, кто приходил на кастинг, каждый подавал какую-то свою идею. И вот так вот совместно в процессе сотрудничества мы пришли к мысли, что нужно сделать такую газету. Эта газета непростая, тут еще есть фотографии всех актеров, рассказана небольшая история, такая небольшая биография каждого актера. И хочу еще раз сказать, что актеры — это наши студенты, они не профессионалы, но играют очень профессионально. Как вы этому научили их на самом деле? Это же ваша работа. How did you teach them? Took a long time. Да, конечно, долгое время это занимает. We have casting at the beginning. У нас был кастинг в самом начале. Open casting. So anybody... Для всех студентов, да? No. Community too. Только для КИМЭПа, да? Yeah, not just for KeyMap, no. For KeyMap students, any students who speak in English. Yeah, it's really anybody who can speak English, who wants to learn how to act. So it's community, it's not just student. Да, это на самом деле такое не только для студенчества, это для любого человека, который хочет играть в театре, который знает английский, который хочет вообще как бы себя попробовать в этом деле. Конечно, мы хотим использовать как столько студентов, как возможно, потому что мы на их базе представляем в КИМЭПе, но but it's open for anyone. Чья была идея использовать русские слова? Вот оставить русские слова, такие как товарищ, как гражданин, интеллигенция. Well, I think when we first read it, Jessica and I even thought, we should keep some of the original Russian. This play was in Russian. We should keep that. It's sort of да, мы решили, что надо нам сохранить это русская песня, нужно сохранить русские слова. Вы можете сравнить это doing Shakespeare in Russian. And when you perform Shakespeare in Russian, you're definitely losing things that когда мы играем Шекспира на русском языке, мы определенно теряем вот этот вот английский дух, да, английские какие-то вещи. And so I think it's the same when you perform a Russian play in English, you're losing some stuff that да, и такое же происходит, когда играешь русскую пьесу на английском языке, действительно ты теряешь вот этот вот немножко русский дух. И вы решили сохранить этот русскость вот через эти слова, да? Yeah, so we just kind of knew that there's got to be some words that need to stay in Russian, and when we had the girl Aysana helped, so she helped decide which words would be good to keep in Russian. To keep the context. Да, и мы решили сохранить через русские слова, да, вот этот вот русский дух, русское содержание, и вообще вот чтобы было понятно, что все-таки речь идет о времени Российской, Советской империи. Что для себя из истории узнали? Вот что вы поняли и что вы не знали, допустим, о Советском Союзе? Потому что вы много используете музыки, там был Утесов, там были старые вещи, которые были популярны в 20-е годы. Мне это очень понравилось. Вот музыкальное оформление. Вот чья это была идея, как это вам тоже пришло? Вот там весь дух действительно 20-х годов сохранился в спектакле. I think that was your idea to use, music, 1920s music. Yeah, I mean, the play was written in 1928, and so it made sense to use music of that era, but we did not want to use American 1920s. We wanted to use Russian 1920s. Ну да, потому что Америка 1925 года и Советский Союз 25 года немножко разную, может быть, музыку использовали, и вы изучали как раз, да, это. So we had a sound designer, and he у нас есть звуковой режиссер, который на самом деле этим занимался, да? And the neat part too about Celt is when we have a sound designer or set designer, costume, it's all the actors or the tech people that work with us. So it's not like we go out and hire someone. It's that we say, hey, who wants to do the sound?
who wants to write articles, who wants to do costumes. Yeah. На самом деле, да, у нас нет такого, как в театре, такого официального звукорежиссера или вот человека, который занимается музыкой. Каждый, кто играл в театре, каждый внес свою лепту, и каждый, как бы, кроме того, что играл в театре, он еще и работал над тем, чтобы какую музыку там поставить и так далее, да? Yeah, our sound designer, he was an actor and a first-year KEMEP student, so really young kid. Очень молоденький у нас звукорежиссер, он был, собственно говоря, и актером, и звукорежиссером. Yeah, he's been great. A lot of the people we work with are just awesome. You just ask them to do something and they get it done. Много людей вообще во всем этом участвовало. They're not getting paid for it. They just do it because that they love what Kelt does. They love the community, and we're all very, very close friends, kind of like a family. Да, это, конечно, произошло, когда люди занимаются одним делом, мы все между собой передружились, мы друг друга очень уважаем, и действительно получилось такое вот сообщество людей Келта, которые дружат между собой. Я знаю, вы были на свадьбе, да, кого-то из студентов Келт и актеров Келт. Расскажите о свадьбе, что это была казахская свадьба, да? You go ahead. Yeah, no, it was not a Kazakh, it was Russian-Korean wedding. Русско-корейская свадьба это была. Yeah, they met somewhere in 2008. They met through Kelt, and they performed together in 2009. And that's when they started dating, when we did an American rock and roll musical called Grease. Как интересно, на свадьбе использовали американскую рок-н-ролльную музыку. Да, очень популярна у нас она. And then, the theme of their wedding, too. Yeah, and that turned out to be the theme of their wedding, was like a rock and roll wedding theme that they did for their wedding. Yeah. Ну да, вот у нас свадьба, это вот в рок-н-ролльном стиле была вся. And yeah, both of them right now are actually getting their master's degrees in the U.S. The guy, Anatoly, is getting his master's in acting, and his wife в Америке, is now getting a master's degree in film directing. Так он тоже режиссер и получил степень режиссера в американском. Both of them were KEMEP graduates. Вообще они вдвоем закончили KEMEP. They decided to change their careers. Because of Kelt, решили, да, изменить свою карьеру, то есть закончили KEMEP и решили все-таки благодаря Келту поменять профессию и стать уже режиссерами, актерами, да? Смотрите, как вы меняете не только собственную жизнь, но вы поменяли и жизнь ваших подопечных актеров, вот, тех молодых людей, с которыми вы работаете. А насколько в Америке развиты студенческие театры? Насколько там популярен непрофессиональный театр? No professional theater. How popular is American? It's pretty popular. I'd say it's a lot more popular in America than it is here. Oftentimes you can sign up your little kids to be in some sort of theater program in the summer. Да, в Америке очень популярно такой непрофессиональный театр, и даже маленьких детей вот специально вот заводят в такие вот студии, где они могут уже с детства играть как театральные актеры. I remember growing up, I was in little theater things from when I was barely walking all the way up, and you can do many different kinds. Да, я помню свое детство, я тоже вот с этого и начинала, как бы с маленького такого театра. And Jessica, you too? Вы тоже? One second. Yeah, I grew up. You know, I was more in little things involved in my church, and then. Да, в моем детстве было немножко церкви, да. And then maybe when I was in 8th grade, I started doing community theater. Когда мне исполнилось 8 лет, я начала. And then in school, yeah. Да, я стала ходить в школу там. Yeah, and I took, commercial acting classes in Philadelphia of how to do commercials. Рекламы. Коммерческая актриса, получается. Can you show us an example of that right now? Можете пример нам показать? No. Но я хочу сказать одну вещь. Вот для меня, как вот человека, который не связан с театром никак, всегда восхищала в театре это возможность человека все-таки расти над собой, да, потому что, во-первых, очень страшно выйти на сцену. Это такой psychological problem, да, психологическая такая проблема, потому что человек борется с собой. Because theater is challenge for everything, especially for actors.
Человек очень нервничает, он выходит на сцену, и когда он играет, мне кажется, у него меняется что-то в голове. То есть это же человек работает над своими психологическими проблемами. The people work for a psychological problem. Is it true? Это так? Do you mean do people use theater to help psychological problems, or does it create psychological problems? Maybe create, Does it create? maybe, I don't know, how do you think? I think there's definitely, I do think that it can, depending how you use it. I mean, we all heard rumors about Heath Всё зависит Ledger's от того, death. как вы And, используете это. I mean, Heath Ledger, supposedly, there's rumors out there where he got too involved in his character as the Joker, and that's what led to his depression and suicide. But, you know, it's hard to tell for sure unless you actually talk to him. But you do hear that occasionally you can have problems with that. Yeah, and I think, too, acting isn't about literally actually becoming the other person. Ну да, вот такая вот игра, она... And if you think you are делает this каждый person, then you are a little... Something's not right in your head if you actually think you are this person. Да, конечно, когда ты думаешь все время о своем персонаже, то у тебя в голове тоже что-то меняется. There's different acting techniques, too. Да, существуют разные техники актерские. So the one that we teach keeps you sane, not crazy. Да, мы должны сохранить себя, чтобы не стать сумасшедшими. Не сойти с ума. And I think that's why it's important to know who you are as a person and be comfortable in your own body, in your own Ты должен skin. помнить, кто ты сам на самом деле. Because it's a good thing. An actor needs to use who he is in the role and not try to separate himself from the role. Да, актер должен отличать и разделять самого себя от той роли, которую он играет. Because each person has been created differently with different skills and talents, and it's better to have those differences in these characters. You wouldn't want everybody to play it the same way. Да, потому что каждый человек имеет разные способности, и он должен как бы понять, что вот эти вот способности ему дают, и что дает ему эта роль на самом деле. Джессика, я знаю, что вы получили вид на жительство. Меня это немножко удивило, скажу почему, потому что в Казахстане сейчас существует очень много людей, которые мечтают переехать в США или в Канаду, получить грин-карту, вообще поменять место жительства, потому что кажется, что где-то там жизнь лучше, что там парадайз, что там где-то рай. А вы решили остаться в Казахстане? Почему? Да. Ну, да, хороший вопрос. Да, как объяснить? Но во-первых, я люблю людей здесь, в Казахстане. I really care about the people here, and I love them, and I feel like Я чувствую, как... this is where I'm supposed to be right now in my life, and helping people do theater and helping being a part of these people's lives in Kilt, I feel like is where I'm called to right now. Ну да, я очень люблю людей здесь, потому что они помогают мне понять эту жизнь. Это люди из театра также. No, I mean, maybe условия жизни, мне кажется, здесь достаточно тяжело, если сравнивать с Америкой, где, может быть, более такая налаженная жизнь. I mean, condition of your life in America and compare with condition here, harder. Yeah, I mean, things, I think, a lot is definitely easier in America. Ну да, жизнь в Америке, конечно же, легче. There's a lot of bureaucracy here. А здесь очень много бюрократии. But, yeah, just to see, I don't know, the difference that Kilt has made in people's lives is Да, worth есть it. много как бы различий между жизнью людей в Америке и жизнью людей здесь, в Казахстане. And I think just the deep and genuine, real friendships that I have here is, worth the hardships that come with living in Kazakhstan. Но при этом здесь можно такую настоящую глубокую дружбу приобрести с людьми, которые живут в Казахстане. And maybe do you have
I don't know, boyfriend or somebody who live here, maybe. No, That I do is not. your... No, that is That's not, really... Может быть, у вас есть молодой человек, я спросила, который... Да, нет. Пока нет. Only when the taxi drivers ask, right? Then you can have. Ага, говорит, мы только об этом такси Нет, говорили. это шутка. Yeah, no, that is But it's not... very important part of the life. It is, but that is not what... definitely not what is keeping me here at all. Yeah. Нет, ну это I mean, that's не то, something что that... меня здесь. Yeah, I'm still waiting for, trusting God for my life, but it is not why I'm here or what keeps me here. Because right now is no one. Да, это не то, что меня здесь. На самом деле, здесь Laura, and what about you? No, same thing. I think there's more to life than just being with someone. And I think that other person in your life, boyfriend or whatever, they cannot complete you. That I don't believe another person can ever complete you. And so I think they can add to your life, but they will never become your life or complete your life for you. Ну, если говорить о молодых людях, то Лора считает, что действительно как бы завершение или как бы полная составляющая жизни — это когда кто-то есть рядом, но я верю в то, что каждый человек вносит, да, какое-то дополнение в твою жизнь. Окей, я хочу узнать, как вы проводите время вне работы в театре? Может быть, ходите в горы, катаетесь на лыжах? Не знаю, что делаете? Как отдыхаете в Казахстане? We don't ever do that much, but there's too much to do. Yeah, when we're working on a play, it's very, very busy, takes up a lot of our time. Мы очень заняты большое время, когда работаем над каким-то определенным спектаклем. But I think the biggest way we rest is by just spending time with the people who are in our theater. We hang out a lot. We invite them to our apartment. We play games together. We spend a lot of time together. Мы очень много времени проводим вместе с теми, вот, с кем играем в театре, с кем работаем. Часто приглашают нас в гости к себе домой, и вот так вот мы проводим время. What about Martin? Как ski and something? Because it's very ski time. Yeah, I've snowboarded before here, but yeah, не часто. I like Madeo. Yeah, I like the Madeo. mountains Madeo's are fun. beautiful. We just don't get there very often. But yeah, the mountains here, they're like Colorado, only better. Don't tell my parents I said that. Да, говорит, я очень люблю Медео, люблю горы, потому что и в Колорадо, где живут мои родители, есть такие горы. Да? And we like to go out to eat a lot, and especially we like to eat Chinese. Китайская еда здесь, в Казахстане. А что о казахской еде? Как вам бешбармак? Ну, больше китайская. Лагман. Да, иногда, но в нашем группе им нравится кушать вместе китайский. Да? То есть китайская еда более популярна. Ну, я знаю, в Америке тоже она популярна. Да, но просто в Америке, если судить по голливудским фильмам, там принято бумажные коробки такие покупать и дома кушать, да? А сами готовите? Нет. No, we go to places here, like Princess. But Jess can cook. She is a good cook, so. Да? No. She's good cook? Yeah, she is. Джессика хорошая, на самом деле, кулинар. Могла бы готовить, но мы предпочитаем где-нибудь, куда-нибудь сходить, где-то поесть. Окей, ну, к сожалению, время у нас вышло. Я хочу вам пожелать удачи, новых постановок, новых интересных театральных идей. Я очень надеюсь, что меня тоже пригласите. I hope to be invited to you, maybe your new performances. Окей, с нами была Джессика Льюис и Лора Пачини, режиссеры студенческого театра Келт. Спасибо за внимание. Вы всегда можете прослушать записи передачи «Глазами иностранца» на www.radiotochka.kz. Заходите чаще. С вами была Гося Дахметова. Глазами иностранца. Facebook, ВКонтакте, Twitter, Instagram. Следуйте за «Радиоточкой» в социальных сетях.